Третий на очереди красавчик Бундокер DS3900 в таком вот чумовом цвете под комбез Lynx. Вот какой нужно было снегоход выбирать под такой комбинезон, если вы выбираете снегоход под цвет комбинезона, а не наоборот. Второй день тестов. Сейчас выезжаем в горы, уже позавтракали. И сегодня будет немножко другой формат влога, более информативный. Будет максимум информации. Зарядка с утра. Будет максимум информации по утилитарному сегменту, по туристам. Постараюсь вот в это видео, так как это крайний день, заключительный, больше эти снегоходы я уже не смогу нигде протестировать, поэтому будет максимум информации. Володя, ты сегодня на этой гонке, да? Кайфанешь. Я вчера ездил. Можно главное, в гору не едет. В гору главное не едет. Да? Не едет. То есть вот так, смотри, сделай. О, вот сейчас можно ехать в гору. Спорт режим. Сразу обороты подкидывает. Что там? 900 Ace Turbo Expedition SE. Ребята, мы уже в горах. Шерегеш, солнце, горнопляж. Можно загорать. Пробую новый формат эпизодов. Сегодня он максимально информативный, так как крайний день мы здесь находимся и хочется максимально рассказать про снегоходы, про всю линейку. Тем более в этом году изменения коснулись всей линейки снегоходов BRP, а утилитарники, вообще новая платформа вышла, практически все новое, и об этом стоит рассказать. Сейчас поподробнее расскажу про Lynx Commander. Отличный снегоход, уже давно на рынке присутствует. На презентации нам говорили, что с момента первого выпуска этого снегохода в 2009 году было выпущено более 19 тысяч снегоходов. То есть это очень популярная модель. В этом году новая платформа, и у нас сейчас здесь представлено 3 модели, которые будут продаваться в России. Базовая модель Lynx Commander оснащена мотором 600R E-Tech. Этот мотор был представлен в прошлом году. В Хибинах я катался на саммите с таким мотором. Новая платформа Radian X, мотор 600R E-Tech, новая коробка, подвеска задняя Easy Ride, зацеп на этой модели 44 мм. Изогнутые рычаги в стоке. Как их еще называют, противопеньковые. Отдельно бы хотелось сказать про новую коробку, которая стоит на всех этих снегоходах. Эта коробка позволяет переключаться без движения снегохода вперед-назад, как это было на старых моделях. Кроме этого, она укомплектована цепью, сейчас это цепная. И вот здесь, давайте покажем. И вот здесь блок шестеренок, которые, собственно, и позволяют это все переключаться. Вот так легко и непринужденно она переключается и работает в 2 раза тише. И еще одна такая фишка новой платформы и вот этих новых снегоходов. Задний ход сейчас включается, как на горниках, нажатием кнопки. Не надо тыркать рычаг туда-сюда, там ловить эти все. Просто останавливаетесь, нажимаете на кнопку, соленоид включает шестерню, и у вас появляется задний ход. Надо сказать, что двигатель не заводится в обратную сторону. Соленоидом в коробке включается задняя скорость. Посмотрите, как завели. Кстати, очень тихо работает, комфортно. Нажимаем, и включается задний ход. Этот назад заводится. На двухтактном, на базовой модели 600R двигатель заводится в обратную сторону, и снегоход двигается назад. На четырехтактных моделях все происходит точно так же, только двигатель не заводится назад. Нажимаете на кнопку.
Нажимаете на кнопку, соленоидом включается задняя передача в коробке, и вы можете двигаться назад. Не нужно рычагом переключать что-то. Нажали на кнопку, поехали назад. Теперь перейдем к версиям с четырехтактными моторами. Это версия с мотором 900 Ace. Атмосферный, 95 лошадей. Это версия с мотором 900 Ace Turbo, 150 лошадей. Отличить по внешнему виду их можно по жабрам на капоте. Атмосферник нет, турбо есть, потому что здесь стоит интеркулер, похоже. Да. Версия GT имеет увеличенную базу лыж для большей устойчивости, прямые рычаги и, что немаловажно, речное управление, речное рулевое управление. Большая точность, легкость, ну и вообще это прогрессивная технология. Это что касается управления. Но версия GT также отличается большим комфортом для райдера. Высокое ветровое стекло уже в базе с зеркалами. Регулируемая проставка руля и, что самое важное, подогрев сидения для водителя и для пассажира. Я сейчас ехал, оценил. Кто-то до меня включил, и я потом ехал и искал, где выключить. Подгорало, короче. Еще на базовой модели стоит маленький дисплей, а в версии GT, Luxury, большой дисплей, много информации, настраивается очень хорошо. Так же, как и на предыдущих моделях, здесь остались переключатели режима работы двигателя. Это касается четырехтактных двигателей только, вот 900 Ace и 900 Ace Turbo. Есть три режима работы двигателя: экономичный, нормальный и спорт режим. Я сейчас их все попробовал, когда ехал по ротрачке. Экономичный очень комфортный, плавный. Едешь, ни о чем не задумываешься, но как только начинается горка, конечно, он не вытягивается. Включаешь спорт режим и режим ракета. Как я понял из презентации, грузоподъемность этих снегоходов увеличена практически в 2 раза и сейчас составляет 57 килограмм. Кроме этого, или как следствие из этого, вот здесь присутствует такая платформа с креплениями линк, как на горных снегоходах, так и для широких туннелей. То есть сюда можно ставить практически любые аксессуары. Например, вот такую сумку. Кстати, она и на горники ставится. Оп! И все. Можно забить бутербродами и термосом и уехать куда-нибудь далеко с семьей. Модульные сиденья можно убрать, поставить по желанию. Очень удобно ездить сзади пассажирам, так вообще хорошо. Подогрев ручек, подогрев сиденья, едешь, кайфуешь. Все замечательно. Захотел — убрал, захотел — поставил. Подвеска Easy Ride. Что классного? Можно вот этим переключателем переключать режимы подвески. Если вы едете с грузом, либо с пассажиром, можно включить на хард, чтобы не пробивало подвеску и комфортно ехать. Едете один, включили на софт, все замечательно, комфорт сохраняется. Ну и понятное дело, она при движении задним ходом подламывается, чтобы проще ехать, не зарываться. Когда мы начинаем движение вперед и даем газу, каретка опускается. Опустилась. Когда же мы двигаемся назад, каретка поднимается, тем самым движение назад происходит легче. Но есть дополнительный аксессуар, который ставится сюда, вот в заднюю часть, и позволяет фиксировать каретку в нижнем положении всегда. Все. Турбо! Валит, конечно, хорошо. Ой, хорошо на солнышке загорать сегодня. Классно. Пока наши товарищи кушают, я взял 2 снегохода. На мой взгляд, очень интересные модели, особенно Extreme.
с 850 мотором. Это, по сути дела, Summit с широким траком. Вот, но пока не об этом. Ski-Doo Expedition, серия снегоходов. Вчера я ездил вот на этом паровозе. До жути комфортный, отличный снегоход. Итак, Ski-Doo Expedition. По аналогии с Lynx Commander, Ski-Doo Expedition будет поставляться в Россию в 3 версиях. Топовая версия Expedition SE с турбированным мотором 900 Ace Turbo, 150 лошадей. В максимальной комплектации есть все. К нему чуть попозже вернемся. Средняя модель Expedition LE с атмосферным мотором 900 Ace. Четырехтактные, естественно, моторы. И следующая комплектация — это вот этот красная ракета, как я их люблю называть, Expedition Extreme с мотором 850 E-Tech. Аналогичный мотор стоит на саммитах. Самый технологичный и мощный двухтактный мотор в снегоходной индустрии, я считаю. Красная ракета, версия 2.0. Платформа G4. То есть эти все снегоходы, они построены на платформе G4 с широким туннелем под широкие траки 50 сантиметров. В общем, вот это просто огненный аппарат, едет замечательно. Такой тяжелый саммит, который может ехать потихонечку, уверенно и в любой склон, и комфортно причем. Начнем с топовой версии Expedition SE. Вчера я катался практически целый день вот на этом аппарате и полдня где-то с пассажиром. Пневмоподвеска, суперская вещь. Настраивается жесткость подвески с кнопок на руле. Еду, чувствую, начинает пробивать. Сделал пожестче, все комфортно, хорошо, замечательно. Очень кайфовый аппарат. Единственный минус у него, в отличие от Lynx Commander, нет подогрева сидений. В отличие от Lynx Commander, здесь другая задняя подвеска с пневмоамортизатором, который, собственно, и регулируется отсюда, с кнопок, которые расположены на руле. В стандартной комплектации идет регулируемая проставка руля, при том, что она регулируется не только по высоте, но и вылет регулируется. Поехали стоя, подняли выше. Очень удобно ехать. Едете сидя, опустили. Замечательно. Четырехтактный мотор, турбированный, электронный курок газа. Все стандартно, в принципе. Кофр идет в комплектации, уже в стандартной. Очень большой. Сегодня там мы возим дрова и еду. Также здесь большой дисплей, комфортный. Большое ветровое стекло с зеркалами заднего вида. Настроил, спокойненько едешь. Так же, как и на Lynx Commander GT, здесь на Expedition SE с турбированным мотором применено речное рулевое управление. Очень хорошо он рулится по укатанной трассе, по ратрачке. Даже с пассажиром мы вчера так наваливали, не отставали от горников, от спортивных снегоходов. И при том, что комфортное мягкое сиденье. Но оно высоковато, конечно, ногу через него переносить сложно, но сидишь, когда прямые колени не нагружаются. Для меня это очень важно. Я сейчас даже вот когда едем там по ратрачке, я выбираю этот аппарат, чтобы комфортно доехать до мест катания, а потом просто забираю у кого-нибудь горник, катаюсь и назад меняемся. Схема работает. Так же, как и на Lynx Commander, здесь новая коробка, новая цепная коробка, которая в 2 раза тише предыдущей. То есть, когда ты едешь, ее даже не слышно, что она там работает. И очень легко переключается. Остановился, ничего не нужно делать, ткнул, все, у тебя пониженная. Опять же, остановился, проехал где-то, остановился, ткнул, повышенная. И реверс. Сейчас это все включается с кнопки, легко и непринужденно. Заводим. О, как работает-то. Турбо. Чтобы включить реверс, просто нажимаем на кнопку. Все, включен.
нажимаем на кнопку. Двигатель не останавливается. Просто соленоидом пододвигается шестерня заднего хода, и у вас появляется возможность двигаться назад. На двухтактном моторе 850 E-Tech там мотор заводится в обратную сторону по аналогии с горниками. Ну, это вы все уже знаете. И еще пару слов о кофре, который, кстати, идет в стандартной комплектации. Конечно, его можно тут загрузить, допустим, как у нас, дровами по полной, но в него не только можно вовнутрь все загрузить. Здесь есть специальные места для пилы, для ножовки, чтобы там дров напилить, и для топора вот с этой стороны. Но это еще не все. У кофра открывается и убирается вот эта верхняя часть, и можно его использовать как небольшой кузовок такой, там накладывать, я не знаю, там. В общем, крышку можно снять и возить какие-то объемные грузы. Но и это еще не все. Если вы купите в нашем магазине, телемагазине 2 снегохода, то вы получите этот кофр в подарок. Прямо сейчас. Кофр не просто можно использовать там для перевозки чего-то, но и поставив сюда наверх крепление линки, которые стоят на наших снегоходах, на всех практически, можно еще какой-нибудь аксессуар, допустим, еще одну сумку с горника с того же переставить, либо канистру, там аксессуаров целая куча. В общем, удобная штука. Еще раз повторюсь, она идет в стандартной комплектации, не нужно дополнительно покупать, что очень хорошо. Красная ракета 2.0, старший брат моей красной ракеты, полюбился всем нашим тестерам. Вчера ездили на пятке исключительно, вверх стреляли. Можно ехать и по укатанке где-то. Он греться не будет, кстати. Здесь стоит дополнительный радиатор. Вот как раз и набегающим воздухом дополнительно охлаждается. И также можно на нем прострелить где-то в горку. Если, допустим, вот этот паровоз в горку уже не поедет, просто так, его нужно будет тащить, то этот играючи заскочит в любую горку. И совсем забыл сказать про траки. На версии SE стоит трак с зацепом 38 мм, а на экстриме 44. То есть тут зацеп больше, по сути дела, он поедет дальше. Ну и с таким мотором, естественно, он поедет дальше. Ну и площадка, универсальная площадка для установки различных аксессуаров, все, которые только возможно. Причем широкие, узкие, тут можно ставить любые. Ну и второе сиденье, естественно, ставится. 15 литров. Сломал! Все, для тупых специально сделано. Ну, кстати, сюда можно там что-то сложить. Пила. Можно попилить сегодня. Ну, опять сломал. Бутылочка воды. В общем, 15 литров отсек, как вчера сказали на презентации. Подходит для всякой мелочевки. Оп, все готово. Жара на улице, не представляете. Я не знаю, наверное, градусов 5. Солнце палит. Правда, время уже к вечеру ближе. Здесь уже все склончики испилены, хорошие, потому что пока я снимал про утили, туда-сюда на них ездил, гонял 1, 2, 3. Ребята на горниках тут хорошо подпилили горки, но тем не менее. Сейчас по этому склону я езжу на Бундокер RE 3900, это 154. А вот и Бундокер приехал, DS 3900, Deep Snow. Опа, и X-Terrain, тоже отличнейший снегоход. Итак, Бундокер 3900 RE Racing Edition. У него стоят хорошие амортизаторы, 36-е каябы с выносными резервуарами, с регулировками, такие же, как на фрирайде. Есть отдельное видео, кстати, по регулировке таких амортизаторов. Аналогично они же регулируются и здесь. Трак здесь стоит
3900 это 154, если сравнивать с саммитами. Высота грунта зацепа 64 миллиметра, 2,6, опять же, если сравнивать с саммитами. И я вам скажу, в таком снегу этот трак лучше, чем 3-дюймовый. Проще ехать на газах, чтобы трак крутился, снегоход лучше управляется. На 3-дюймовом, как только начал рассказывать про 3-дюймовый Bundoker DS, сел аккумулятор. Есть запасной, все нормально. Так вот, на 3-дюймовом траке ехать здесь сложнее. Сложнее держать его в оборотах, потому что он разгоняется, он поднимает морду. Приходится тормозом его опускать, теряется контроль. В общем, Bundoker RE 3900 такой достаточно универсальный аппарат для и по трассе погонять, и побундочить тоже вполне можно. Конечно, если там для поискового рассматривать, то DS, Deep Snow, он интереснее, 3-дюймовый зацеп, но не всегда он нужен, и таких мест на самом деле мало. Вполне подойдет и 2,6 зацеп, 64 миллиметра, тем более, что здесь стоят амортизаторы гораздо продвинутее, чем на DS. Вот. Ну и в целом, Deep Snow, мне, еще я в него не вкатался, нужно подправить настройки, жестковатый он для меня, но в траверсе, конечно, он едет стабильно. Ну и следующий на очереди обзор — это X-Terrain, Lynx X-Terrain RE 3900. Чем он отличается? Эта модель больше сдвинута к трейлу. Новый Summit. Модель Lynx X-Terrain сдвинута больше в сторону трейлов. Здесь уже более широкая база лыж. Здесь трак не с гнущимся краем, не Flex Edge. Колеса сзади уже стоят не внутри рельс, а снаружи, чтобы быть более устойчивым. Конечно, это пожиратель трейлов. На нем можно дубасить с хорошей скоростью. Но, тем не менее, трак 64 миллиметра тоже большой. И на нем все же можно заезжать куда-то в горки. Ну, бундочить в лесу на нем, конечно, некомфортно, но где-то открытые склоны попилить можно вполне. Поэтому, выбирая эту модель, думайте, где будете кататься. Поля, небольшие склончики, как раз вот для него. Ну и 850 E-Tech, конечно, the best, я бы сказал. Ну и продвинутые амортизаторы. Регулировка скорости сжатия, скорости отбоя. Можно настроить под себя, под свой стиль катания и гонять в удовольствие. Третий на очереди красавчик Bundoker DS 3900 в таком вот чумовом цвете под комбез Lynx. Вот какой нужно было снегоход выбирать под такой комбинезон, если вы выбираете снегоход под цвет комбинезона, а не наоборот. 3-дюймовый зацеп, 850 мотор, подвеска PPS 2 DS+. Что еще нужно? Вес стал легче, насколько непонятно, нужно взвешивать его. Я думаю, что на весы он ко мне попадет когда-либо. В любом случае, в следующем году они будут такие ездить у нас. Снижение веса произошло за счет подвески PPS 2 DS+. В ней стало меньше элементов, она стала весить меньше, поэтому меньше вес. Ну и настройки двигателя, трансмиссии, конечно, каждый год они меняются. Он стал еще более отзывчивый на газ, более резвый. Ездить на нем проще, чем на прошлом. Изначально, вчера, когда я поехал, я не раз чувствовал его, проехав там по бетону, так же, как 165-й Summit. Но сейчас вот здесь прокатившись, немножко вкатившись, отличный аппарат, в принципе, для своих целей подходит. Если бы мой вес был около 100 килограмм, хотя бы 90, я бы ездил на Lynx Bundoker DS 3900. Ну и в целом, линейка Bundoker и X-Terrain — это отличные снегоходы для своих задач. Подходят идеально, можно выбрать на любой вкус.
Тем, кому не нравится T-Motion в саммите, конечно, выбор в сторону бундокера. Бундокер в этом плане все-таки предоставляет такую возможность. Ну вот и все. Тесты BRP 2020 подошли к концу. Организация тестов была на высоком уровне. Была возможность попробовать практически все снегоходы, которые были здесь. Было их, по-моему, более 20 штук. И я попробовал все снегоходы, которые здесь были. Даже те, на которых я не планировал ездить. Неожиданно понравился мне коротыш Бундокер RE 3900 с зацепом 64 мм. Такой резвый, верткий, с хорошими амортизаторами. Я ехал даже до дому сюда на базу на нем. Настолько он мне понравился. Спасибо компании BRP за уникальную возможность протестировать снегоходы 2020 модельного года. Кстати, мы первые, кто прокатился на этих снегоходах. После нас уже будут идти журналисты. Так что BRP, спасибо. И отдельно спасибо российскому офису BRP. Ребятам, с которыми мы катались все эти дни. Спасибо. Очень хорошо, что производители снегоходов идут навстречу таким райдерам, как я, которые катаются очень много в горах и знают эту технику не понаслышке, эксплуатируют ее каждый день, чтобы мы оценили новинки. И мы высказали свое мнение и поделились этим мнением со своими подписчиками. Это круто. Что касается меня, то по линейке снегоходов BRP 2020 я уже сделал выводы, о чем поделился с вами в этих видео, которые выходили с тестов. Что касается меня, то я уже сделал свой выбор. После этих тестов до этого я сомневался, честно говоря. Но после тестов, поездив, я понимаю, что все правильно сделал. Саммит Эксперт. Я буду стараться приобрести такой снегоход на следующий сезон, чтобы открыться уже на новом снегоходе. Ну, я думаю, что вы все узнаете, как и что там будет происходить. Завтра с утра я собираюсь и еду обратно в Приисковый, чтобы послезавтра поехать кататься в горы. По прогнозу на выходные очень хороший снегопад, и он будет продолжаться, по-моему, всю следующую неделю, если его не выключат. Поэтому в конце марта катка еще будет хорошая. Вот такие дела. Ставьте палец вверх, подписывайтесь, если вы еще до сих пор не подписаны. Ну а я прощаюсь с вами до завтра. Всем пока. Кстати, еще одно дело осталось. Денис! Хороший аппарат у тебя, хороший. Отличный. Светлане Дайнеко из Приискового привет из Шерегеша. Привет с Камчатки!